Subaru головного мозга, говорит. Давай, Евгений, счастливо. Подъезжал в гости к нам. Забыл что-то? Не. Наверное, счастье мы... О, надо лампочки выключить. Это мы тут селфи делали, которые у вас на экране. Посидели, поговорили, пообщались. Ну что, доброе утро. Сегодня у нас вторник. Я так понимаю, по-моему, 7-е. Наша стояночка, где мы переночевали, возле Тамбова. Но магазин еще, наверное, закрыт. С прискорбием обнаружил, что у меня осталось 4 пакетика чая сегодня с утра. Была коробка со 100 пакетами. Значит, надо чайку купить. Ну, ждать я не буду. Сейчас уже поедем потихоньку. Такой легкий морозец, наверное, градусов с 15 чувствуется. Неплохо переночевали. Пошли расшториваться. С Евгением вчера списались. Сегодня подъехал. Пообщались. Пойдем, мама, обойдем. Кому 3 канистры сплавить? Куда-то ж мне надо их деть, эти по 10 литров. Потому что больше мне канистры не нужны. Ящики зато поосвобождались. Все, пломбочка наша болтается. Ну это так, для вида, висит просто. Какие у него интересные штуки вон там наверху. А что это такое? А, это верхнюю крышу, да? Ну я понял. Сдвижная крыша. Пойдем расшториваться, заводиться. Поедем потихонечку. Все побежали. И я побежал. Куда там он поехал. Восемь. Начало 9-го. Порулили потихоньку, помаленьку. Я в этом, наверное, в Пензе надо будет соскочить. На Петушка заехать. Там есть. В магазин и в аптеку надо, а то я в прошлый раз профилонил там. Рецепты не отоварил. Какая сосулька, смотрите. Обалдеть. Такая, если по башке хряпнет, то... Что тут? 5. Уже, может, и работает. Не вижу. По-моему, с 8, да. Ладно. Ого. Сколько у вас здесь? Спасибо. Газелька поворачивала. Сейчас разгонится, посмотрим, сколько тут за бортом. Ну и так, если верить Google, градусов 15. Парить, так это хорошо. Небо было ясным, сейчас вот что-то вот облачность такая. Где-то в 6 утра я проснулся, тут было ясно-ясно. Так, что у нас куда? 3238, но это вот полностью весь маршрут, что осталось. Вчера я забивал, где-то до Омска было 2800. 300 мы проехали, 2500.
Красавчик, спасибо. 2500. Сегодня вторник. Вторник, среда, четверг. И, в общем-то, в пятницу с утра доехать, так, чтобы часам к 12 приехать в Омск. В общем-то, все реально, в принципе. Все будет зависеть от того, как у нас Урал будет себя чувствовать. О, здесь даже река Ляда есть. А может, Ляда? Я могу ошибаться с ударениями. Вы же знаете, это мое любимое занятие. Женя приезжал, что-то я забыл спросить. Хотел, но потом забыл. Ну дает. Еще не прогрелся. Коптит, коптит с утра пораньше. Парит, вернее. Укутанные. Ну вот сейчас уже 9 показывает градусов. Это, я думаю, еще не предел. Что-то в районе 15. Я остановился вчера вечером, было 12. Транспортный контроль. О. А что это за предприятие такое? АО Талвис. Талвис, наверное. Чего выпускает? Что-то ж выпускает. Большой поселок этот. Ляда или Ляда. Погнали, в общем, дальше. Желание есть в пятницу разгрузиться. Главное, чтобы оно совпало с возможностью. Но планы не строим. Дело неблагодарное.
Пензы тут рукой, в принципе, подать. Ой, Михайловка, Каменка. Ой, сорян, извиняюсь. Михайловка это под Волгоградом. А здесь Каменка, Каменка. Ну, тут и пятерка тоже есть, да? В принципе, это можно было бы и стать, и сходить. Ну ладно, мы-то в Пензе сходим. Интересный автомобиль. Форд стоял такой, весь такой дутый, надутый, раздутый. Где? Дальше, что ли? Вот он, небезызвестный Михайловский пост. Тут ДПС и транспортники все тут. Дюша, Метелкин, Стас, все здесь. Вредные пацаны. Константиновский самая ближайшая. И Загоскина есть, но она там хуевая. Мне это сол нужно купить. Сколько транспортников будет километров туда? Тебе ближе до Каменки, чем до Загоскина. А по километражу сколько примерно? До Загоскина километров 30. Идите уже, идите, бочку раз остановили, то... Сзади бочка с АДРом, его пропустили. Удивительно даже. За мной как раз. О, ман внутри загружен был. Во всяком случае, бампер мановский я видел. Он же стоял что-то поломанный, коллега. 65 километров до Пензы. Отсюда уже, в принципе. Погодка вообще шепчет. Минус 9. Тоже солнышко, так же сухо. Ну такая прелесть. Ну, даже уже, если честно, весной пахнет. До весны-то осталось уже. Совсем чуть-чуть. Но здесь уже дыхание весны ощущается. Пенза начинается на синем фоне. Кто подскажет, когда тут последний раз были? Я что-то даже припомнить-то не могу. В этой фирме я точно здесь не был, в Пензе. Вот тут, вот где вот сейчас по Саратовской сюда вот выходили, здесь, да, сюда ездили. Ну и туда, на запад по пятерке. А вот на восток, по пятерке этой дорогой год точно. Ну там на Скаде, наверное, да, что-то частенько что-то приходилось ездить. Год, а то и больше. Ну, больше года. Ну, я думаю, тут не сильно что-то изменилось, поэтому все равно интересно. То есть семерка, 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 семерка. Все.
Также знаки остались, типа с 7 до 18 по будням. Ограничения. Ну, как все как ехали, так и едут. Кузнецк 128, Самара. Автомобильного оборудования. О, реклама. Автономных отопителей. Типа АЦ Эдичнейкин. 623 километр трассы М5. Какой бочонок серьезно загрузил вызовы. Да, еще когда-то ездили, этого микрорайона не было. И в связи, наверное, с этим микрорайоном, походу, вот здесь вот мост строят. Со строительством этого нового микрорайона. Дома-то уже жилые здесь, ну, правильно. Здесь, чтобы людям сюда попасть, вот, прикиньте, им сколько тут крутиться надо, неудобства какие. Сейчас здесь мостик, развязку построят, и все будет красиво. Вот и Пенза на белом фоне. Минус 8, тоже солнышко. Сегодня ехать одно удовольствие, даже немножко это, что вот на сон клонит. Вот еду и это зеньками этими лэп. Солнышко пригревает и глазки закрываются. Поехали, на петушка заедем. Свои дела сделаем. Заодно отобедаем и посунемся дальше. Чё себе какой он грязный. Обалдеть. Что в Пензе дистопливо 57.30. На петушка золотого. Около российского топлива. Иди на заправку и покупай. Я на заправку не хочет. Тонн 30 сейчас вот он тащит. Просто Перетяжка салонов грузовых. с Володей когда говорили, говорю, сколько ты возишь? Не буду говорить все равно. Но вот думаю, сейчас вот этот вот товарищ 30-очку тащит легко. Одиночкой. Если не больше. Да-да-да, много тут чего интересного связано с городом Пензой. Ауди, ну, аудюхи стоят, все продается. Бэхи вон стоят на продаже. Тридцатку легкую волочут. Песок сырой. Меня уже просветили. Весит хорошо. А здесь у нас что? Правильно. Плиты по месту. В прицепе лежат. Тормозим. Даже перестраиваться не буду, чтобы его, не дай бог, не подрезать.
Потому что они там нифига не привязаны. О, даже на таможне машины есть. Я думал, тут сейчас уже нет никого. Аустрина 160. Не, есть. Честное слово, вот хоть снежок под ногами хрустит, а идешь и это. Уже дуновение весеннее ощущается в такую-то погоду. Пенза. Сейчас мы тут обязательно программу выполним, иначе я потом опять забуду. Приеду. Будь недовольны некоторые граждане. Единственное, что здесь в этой таможне, это заезд, конечно, тут веселый. Ну, понятно, что стать негде. Вот. Скользко тут, скользко. Ну, сейчас-то хоть ничего. В тот раз, когда я был, так это хреновенько тут было зимой. На улице просто песня. Идешь и балдеешь. А это что тут, пожарка была или что ж за здание такое? Одни бойницы остались от него. Не знаете, кто тут местный? Так, поехали. Дела поделаны. Блин, насколько здесь все-таки шаурма дешевле, да? Думаю, да, ладно тут. Пока я еще потом, думаю, кухню разведу, еще час времени терять. Думаю, это, зайду куплю. Блин, 170 рублей. На Востоке 250. О, тоже коллега выезжает. И это большая такая, то есть ну разница, да, 80 рублей получается. Вот я в Артеме ходил, в Чите ходил. Везде 250 рублей отдавал, покупал. А здесь вот 170. И я скажу, что она здесь очень даже вкусная. Мне понравилось. Петушок, петушок золотой, петушок с кафе Круиз. Надо выезжать вот сюда, потому что можно как бы по кругу, но там... Во всяком случае, раньше было через сплошную. Может, сейчас что-то поменялось? Через 300 метров поверните направо, затем на... Здесь много машин из Азии. Очень много. Ну, такая трасса на этот. На Казахстан. Это казахи, узбеки, киргизы. Очень много машин. Из Средней Азии. Можно даже сказать, что, наверное, их тут большинство. Ну и тут все можно купить, к машине, к легковой, к грузовой, какой хотите. Ну, имею в виду, наверное, из аксессуаров. Хотя тут он и рынок, и ДАФ, и все тут. Запчасти, наверное. Коллега пропускает, красавчик. Спасибо, брат, что пропустил. Золотой петушок. Ну, это рынок. Тут вот еще, видите, рынок такой большой. Ну да ладно. Что там у нас?
искать, потому что надо радиус, чтобы здесь в отбойнике прицеп не загнать. Поэтому нам нужен радиус. Сейчас после, хотел сказать, желтенького КамАЗика, после маленькой вот этой поедем. Все, сейчас сура и вперед. Так, что у нас по времени? Время час. Едем дальше. Главное, чтобы опять спать не начало рубить. Ё-моё, я сюда чуть доехал. Сейчас вот походил, так нормально. Тут до Пензы чуть доехал. Глаза закрываются, хоть ты что хочешь делай. Не подлатали тут мостик-то через Суру? Наверное, вон латает. Здесь сколько езжу, никогда дороги не было. Всегда ямы. Всегда. На этом спуске и на этом мостике. Или это не через Суру еще? Это через железку. Здесь постоянно ямы. А Сура вон дальше. Ну, то же самое. Хрен редьки не слаще. Там тоже ямы. Я что-то не понял, а что Сура не замерзшая? Точно, смотрите. Молния. Как? Морозов не было, да? Рацию включил. Нифига себе, я думал, она подо льдом. Нет. Получается, она что, всю зиму была не замерзшая? Морозов не было. Тепло стояло. Может быть. In a hour, do some archbishop. Been a school them from when me in a khaki shop. Liverpool couldn't test the way me raw sit up quick draw. Him drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan race for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your flag. None of them boy, they no bad. None of them boy, they no bad. Bad pants in power, do some archbishop. Them no bad. School them from me in a khaki shop. Them no bad. School couldn't test the way me raw sit up the drop. If I can't put up, it's no fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan race for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your fun. None of them boy, they no bad. Left a mark, young gog on a regular. We say them hardly ready. Them a new type of artillery. We a boss and a Tom and Jerry. Out the blue I hit you with an airstrike. They not bad like my air nice. It's a rare sight, yeah. Steady aim with precision, equal vision with a clear sight. Better go get your affairs right. Them boy, they no None of
of them boy, they no bad. Road back, live in my block. Nothing mark, them no bad. Them no regular. Me see them hot, them no bad. Me a new type of artillery. Me a bust, them a Tom and Jerry. Out the blue, keep the airstrike, them no bad. Me every night, bad, clear sight. Steady aim, them no bad. Little vision, like clear sight. That get perfect, them boy, they no bad. Ну вот, началась свистопляска со временем. Мы в Ульяновскую область заехали недавно. Все, теперь уже у нас плюс час от своего времени, от московского. Еще будет здесь Ульяновская плюс час, потом будет Самарская плюс час, потом Оренбургская. Потом мы заедем в Татарстан, там маленький аппендикс, Павлы, там все дела. Там у нас будет Московская, ну, а уже после Татарстана мост 2 часа в Башкирию, и уже плюс 2 добавится. Ну а так все пошло, часовые пояса пошли сменяться, ну и соответственно, если уйдем туда, на Владивосток, то еще 6 раз сменится. Сегодня козырнейший денечек. Просто не знаю даже как описать такое удовольствие ехать. Сейчас минус 8. Запахло весной. Так, по идее сейчас получается уже 4. 3 по Москве, 4 по местным. Ну, нормально. Вроде так неплохо идем. Сейчас посмотрим, как Сызранский пост весовой, транспортно-полицейский. Тоже он как это, что жилеты там он виднеются. Весовая не работает. Понятно. Уменьшайте допустимую скорость. Весовая Никсарбайта. Полиция стоит. ДПС. Больше нет никого. А с этой стороны работает. С этой стороны еду через весы. Время 5, вот мы уже в Сызрани. Не знаю, надо встать, наверное. Может, какой-нибудь часик-полтора, 2 покемарить. Что совсем рубит. Просто сил никаких нет. Я не знаю уже, что делать. Что сегодня? Вроде спал же ночью. Хочешь спать, ляг поспи. То есть, ну, ничего не помогает. Ни конфеты, ни шоколад, ни кофе, ни вода, ни удары по морде, ничего не помогает. Наверное, сейчас в Сызрани надо тормознуться, кимарнуть какой часик-два. Вот что-то тяжковато поддерживать глаза в открытом состоянии. Саратов, Волгоград, ТР-228 направо. Но нам туда не надо. Говорят, Сызранскую объездную сделали. Тут же была, выезжаешь, и все пошло. Только мосты вот так вот скачут. Говорят, сейчас ее сделали. Тут прямо вообще в огне все. Может, как-нибудь проедем, посмотрим. Туалет, душ, стоянка, Победа, шашлык, столовая. В общем, не доезжая тут километров 20 этого
Тольятти становимся на стоянку. Подорожная. Дорожная? Тольятти все эти дела будем проходить завтра. Вот, по левому ряду там. Давайте. Сейчас он встанет. А, ну я понял, и туда. Белый стоит последний вот рядом с ним. Хорошо. В общем, получилось как? Короче, я в Сызрани там почти 2,5 часа проспал. Потом пока поужинал. Что-то и сейчас вот еду, и нифига я уже не хочу дальше ехать. Время, хотя уже время он без 5:10. Ну, местного, конечно. Все, лучше завтра с утра поедем. Что-то сегодня какой-то день сонливый. Поэтому сейчас становимся и все, и сразу спать. Не ужинать, ничего не хочется. Тут рядом с этим дафом сейчас стану. И будем ложиться дальше, досыпать. А завтра в 7 утра поедем. Я что-то не помню. По-моему, я тут ночевал когда-то один раз. Что мне так кажется. А может и нет. Нифига не вижу. Рожок уже грязный совсем. Теперь вижу. Давайте-ка немножко, наверное, чуть ближе к дафу возьмусь. Ага. Завтра он вперед поедет? Поедет, куда он денется? На улице 14 градусов мороза. О, вот так. Чуть поближе, чуть помедленнее прижмемся мы к этому дафу. Мало ли, чтобы побольше места оставить на стоянке. О! Вот так вот будет хорошо. За него сдадим. Все. Все, братцы. Видите, 9, значит уже местного 10. Ложимся спать.